Обрезал бочку. Я не знаю, сколько она была. Где-то под 100 литров, может быть. Вот теперь нужно ее уменьшить. Обрезал старые боковины. И будем эти примерять сварку. Так, бочку обварил. А теперь прикинем. Это новобрасыватель будет снега. Знаете. Вот так. Ну, место есть. Я не знаю, плотно нужно или не плотно, но я сделаю с зазорами. Мало ли что попадет туда. Дальше взял такой вал от шруза. Под подшипник проточил. И здесь еще нужно наварить под второй подшипник. Ну и вот что. Выгнул. Сейчас насажу на вал, попробую. Получилась такая вот хреновина. Так. Она вращается. А дело в том, что когда уже установил вал на подшипнике, оказалось, вал согнутый. Как можно было вал шруза согнуть? Не знаю. Но когда вот эти приваривал выбрасывателя, то вал выровнялся. Вот вращается. Придумать поворотную трубу. Хочу вот такую часть запилить. Потом шкив подобрать. И поставить на тачку. Ну а тачку я буду эту брать, что лопату раньше делал. Там ручки есть готовые. В общем, лопату отпилю я. Подумал, вот тут, наверное, это колесо вовнутрь пущу, а это чуть наружу, потому что все-таки шкив, мотор с этой стороны будет. Но потом, может, отбойник сделаю, чтобы шкив под снег не попадал. Приварил тут площадку. Как-то так. Сейчас внутри квадратное прорежу, ну а здесь буду трубу делать, выбрасывающую. Отверстие. Ну, думаю, будет выбрасывать. Отверстие не маленькое получилось. — 15 сантиметров. Вот если так. А так 17. Примеряю мотор. Ну, не знаю, высоковато, но нужно, чтобы осталось место для натяжного ролика на всякий случай. Ну и вот подрамник сделал. Сейчас немного вымерю и прихвачу подрамник. Рамку сделал для двигателя. Не было короткого ремня, покороче вернее, да и лень идти в магазин сейчас покупать подрамник. Ну, потом пропилю, чтобы можно было двигатель ближе сдвинуть. Не намного, здесь сантиметров на 10. Ну и натяжной ролик можно еще поставить, посмотрю, как будет. А пока болт приварил для натяжения. Ну и руки-то чешутся испытать. Не знаю. Что вот каленый вал не смог я просверлить. Надо что-то думать, чтобы шкив этот закрепить. Пока просто прихваткой прихватил, но держать вряд ли будет. И трубу сделать, но это позже. Выкатил на видное, чтобы показать. Ну, ручку я потом буду смотреть, чтобы удобнее было. Переделаю и сюда глушилку и подачу топлива
сделаю. Он фигачит, надо делать трубу. Ну и фигачит, кто смотрел, как МТЗ. Снимать некому, ну, в общем, выше столба. Такую вот поворотную конструкцию сделал, обогнул лист. И здесь арматурину приварил. И здесь. Ну, теперь сюда вот приварю внутреннюю. Оборотов ему вроде бы хватает. Можно еще ремень подтянуть. Ну да ладно, сейчас проверим. Что только ради эксперимента не сделаешь. В общем, набросал я тут с сугроба с того комков. Ну где-то вот мягкий, мокрый. А где-то вот ледышками такими снег. Сейчас попробую. Да, открывается от тяжелого снега. Надо либо пружину ставить, либо барашку фиксировать. Дальше здесь все поворачивается удобно. А там, ну, снег остается, конечно, но это не важно. Еще сюда обязательно нужно резинку ставить, нож подварить. И обязательно резинку, потому что, не знаю, там, вот видно, да, выемки. Как бочку обрезал, я так и оставил, чтобы проверить. Но такие вот дела. Да, если найду я шкив, или на двигатель меньше, или сюда больше. Ну, еще натяжной ролик сделаю. И сюда обязательно надо боковину защиту ставить, мне кажется, чтобы не упиралась ножами в землю. Она с землей вместе бросает.
добирает. Вот здесь сбивается и потом отбрасывает его наоборот. Ну и здесь. Сейчас я посмотрю. Можно подогнуть, чтобы плотнее было. И чтобы ближе к центру брало. Но вообще, вот он убирает. Я резинку подложил под нож. И если бы сюда не бросало, я не знаю, может надо еще отбойник сделать ровный. Но я делал, чтобы под снег шкив не попадал. Сделать отбойничек просто, чтобы сюда снег не выбрасывало. Ну, чтобы частей убирал, потому что это, конечно, не снег. Ну, как-никак работает.
решил попробовать сделать боковины сюда, чтобы не разбрасывало по сторонам куски снега. Ну и хочу проверить. Так, по снегу. Вчера шел. Потом оттепель началась. Вот и морозик. И он такой, вот, видно, да? Сейчас попробую, будет он работать или нет с этим снегом. Мокрый снег ему тяжело кидать. Он получается как лопатой. Половина сгартывает его. Но пихать, да, тяжеловато. Тут я уже не буду обманывать. Ну и что? Ну не забивает тут. Да, там много кто писал, шкивы-то надо переставлять. Ну и колеса, конечно. Потом, естественно, салазки сделаю. Как бы проблем, думаю, меньше будет. По поводу самохода. Видно, что здесь ровненько и как бы посильно его пихать. А здесь на улице вот такой вал от трактора. Ну я не знаю, я сейчас попробую его тоже туда к забору отсыпать, если получится.
Я не знаю, видно, до земли дотирает за счет резинки. Ну, в принципе, нормально. Такой снег для него не проблема, для этого аппарата. В общем, где-то, ну, за 40, может, за 30 минут обкидал забор. Ну, вал, конечно, тяжеловато. Я за несколько приемов, чтобы уже захват брал. Ну, в принципе, нормально почистилось. Он до самой земли резинкой скубет. Видно, да? Ну и вот с этими боковинами не разбрасывает по сторонам. Но по мокрому снегу все-таки тяжело. Обрежу наполовину эти боковинки. Ну, может, не половину. Вот обрежу вот по эту. Вот так. И ту обрежу. Отверстие то спрячу, чтобы они меньше. Ну, пускай по сторонам бросает. Легче его пихать будет.